Приветствую вас, Морсовая империя! Как у вас прошел 2021 год? Лично у меня весьма насыщенно. И пусть в нем была куча негатива, все же хорошие моменты тоже были. К примеру, знаете, на моем канале появляется вот уже 3-е видео за год с лишним, и это подкаст. Раньше мне не приходилось иметь дело с записью своего голоса, так что это станет небольшим экспериментом. И, надеюсь, хотя бы относительно удачным. Знаете, 2 спидпейнта из 3 на этом канале посвящены редраву моей аватарки, что, конечно, наталкивает на определенные мысли насчет моей ответственности, но не суть. Однако это уже своего рода традиция. Зародилась она совершенно случайно, и теперь перерисовка именно этого арта делает мой творческий год завершенным, подводя итоги и показывая мой прогресс. Знаете, каждый раз, как я берусь за это дело, где-то в глубине меня возникает страх того, что никакого прогресса-то и нету. Каждый раз, завершая этот арт снова и снова, мне кажется, что это предел моего совершенства. Лучше уже не будет. И каждый раз я, конечно, ошибаюсь, находя для себя новые пути развития. И не то, чтобы этот редрафт мне не приносил удовольствия. Многие художники полагают, что прогресса можно достичь только благодаря самокритике. И пусть частично я соглашусь с этим утверждением, не буду скрывать, что когда-то у меня были с этим определенные проблемы. Возможно, вы уже слышали от других, более популярных художников то, что новички в этом деле часто склонны со всех сторон поливать свой рисунок грязью. Этому находят разные обоснования, будь то недостаток внимания, попытки привлечь к себе людей, низкая самооценка и тому подобное. Но знаете что? Я попробую добавить к этому еще одну теорию. Мода. Да, как бы странно это ни звучало, порой именно мода на определенный ход мысли заставляет нас менять свой характер и взгляды на мир, в том числе в сфере творчества. Человеку не обязательно действительно не любить свои рисунки или хотеть, чтобы его утешали и хвалили. Зато его окружение, ровно так и поступающее, вполне может приписать ему такие мысли. Да, именно что-то подобное и произошло со мной еще в самом начале моего творческого пути. Мне приходилось брать пример с других художников, в том числе начинающих, и частично копировать их поведение. Им не нравится то, что они делают, и мне тоже. Они называют свои работы хламом, значит, мне тоже нужно это делать. Мне это казалось нормальным, ведь если моя работа действительно не идеальна и полна ошибок, то другой человек тоже обязательно заметит это. А если я буду выставлять эту работу как что-то хорошее, хотя это не так, я сложу о себе совсем неверное впечатление. Уж лучше самому найти все минусы и прямо указать на них своему зрителю, на всякий случай еще и сказав, что у тебя вышла просто ужасная работа. Иначе он подумает, что ты набиваешь себе цену, выскочка и вообще ЧСВ. И нужно делать так до тех пор, пока твой скилл не достигнет вершины Эвереста. Верно? Нет, не совсем. Такой подход обесценивает работу не только в глазах зрителя, но и в глазах самого художника, даже если он сам пока не подозревает об этом. Каждое плохое слово в сторону своего же арта будет медленно, но верно пожирать вашу мотивацию работать дальше. Ведь плохим выйдет первый рисунок, второй, третий, и так до бесконечности. Вы не будете замечать того, что как-то выросли, подмечая только лишь плохое в своих работах. А это приведет к расстройству, ведь столько трудов не дают никакого прогресса. Это по-прежнему плохо. И в какой-то момент ваш внутренний голос просто заставит вас задуматься. А зачем? В чем смысл продолжать, если плохо будет всегда? Так у меня и рождалось большинство моих артблоков, именно в те моменты, когда мой труд обесценивался мною же, когда казалось, что нет ни прогресса, ни достижений, ни смысла. Но нет! Это не было защитой от осуждения со стороны окружающих, как думалось изначально. Это было лишь самым мощным на свете внутренним демотиватором. И я сейчас говорю не о тех картинках в черной рамке с забавным текстом. Но погодите. Начинающие художники, поливание своих работ грязью, демотивация. Это ведь каша из слов. Причем здесь редрафт и итоги года. А дело в том, что именно с этой работы февраля 2020 года и начался мой рост над собой. Это был первый арт, который мне действительно понравился. Совершенно кривой, неправильный со многих точек зрения. Он мне действительно очень понравился. Это не первая моя полноценная работа, и тем не менее та самая, что запала мне в сердце настолько, что в тот момент было просто невозможно подобрать для нее плохие слова. Этот труд занял у меня больше месяца, и аватарка была загружена лишь в середине марта того же года.
и меня брала такая сильная гордость за то, что эта великая работа наконец завершена, что мне хотелось рассказать об этом достижении всем вокруг. И, не поверите, эти «все вокруг» искренне хвалили данный арт, не говоря мне о каждом его маленьком недостатке. Ну, и большом тоже. Непередаваемые ощущения. Тогда мне казалось, что мой творческий потенциал перешел на новый уровень, и в голове возник совершенно новый, удивительный вопрос. А как далеко я могу зайти? Если за 2 года рисования мой скилл достиг этого, то чего я смогу добиться еще через столько же? Ответ пришел ко мне не сразу. Впереди был еще почти что весь 2020, как мы все знаем, очень нелегкий год. И все это время этот арт считался мною самой лучшей моей работой. Для меня он был совершенством. Ведь нельзя превзойти самые лучшие свои ожидания всего за 11 месяцев. Но ближе к завершению года меня посетила еще одна мысль. Как я могу сравнивать свои нынешние арты с этим, если они совсем не похожи? Персонажи другие, цвета, ситуация, тема, ракурс и так далее. На заметку, так работает не всегда. Вы можете сравнивать совершенно разные арты и видеть разницу в своем скилле до и после. Но тогда для меня это было проблемой. Вернемся. Тогда-то идея редрава и зародилась в моей голове. Прекрасно помня, что первая моя попытка была отрисована за месяц с лишним, редрав был начат в декабре 2020 с расчетом на то, что как раз к февралю следующего года я и закончу, но не вышло. Новый арт был закончен всего-то за пару-тройку дней, и уже с расчетом на то, что я так делаю не в первый раз, этот редрав был записан и выложен на YouTube. Теперь это видео запрещено в Северной Корее! Ей! И тут передо мной открылось чудо. Новая аватарка была загружена в группу ВКонтакте, стала сравниваться с предыдущей и внезапно оказалась во много и много раз лучше. Появилась четкая эмоция и капля динамичности в повороте головы, улучшилась перспектива, формы, появилось больше контрастности и выразительности, словом, куча, огромная гора из плюсов, которые делали новый арт несравнимым с предыдущим. Хотя сейчас я уже прекрасно вижу, что этот арт тоже очень далек от идеала, мне снова удалось испытать те самые эмоции. Тот самый кайф, когда все, что ты делал за год, оказалось чем-то оправданным, когда твой труд оказался не напрасным, а ты смог превзойти самого себя и достичь новой ступеньки на пути к своей мечте стать дофига крутым художником. Тогда-то мне и стало понятно. Любить свои работы круто, любить процесс рисования здорово. Наслаждаться своим занятием, а не делать из него тяжелые, безрадостные обязательства – это просто бесценно. К концу этого небольшого видеоролика хотелось бы сказать, что именно здоровая самокритика, которая граничит с анализом, это весьма полезная вещь, которая помогает выявить и исправить ошибки в работе. Но с ней всегда нужно быть очень аккуратными. Не бойтесь подмечать и признавать свои ошибки, но помните о том, что обязательно нужно выявлять и плюсы, замечать, что сегодня вы стали лучше, чем вчера, и искренне хвалить себя за это. Ведь это значит, что прогресс, изменение, которого вы хотите, а может и нет, это личное дело каждого, оно здесь, оно есть, и оно приходит к вам со временем и опытом. И это работает не только с рисованием. А если вдруг заметить прогресс в таком маленьком промежутке времени сложно, попытайтесь его увеличить. Посмотрите на то, что вы делали год назад. Уверяю вас, вы сможете открыть для себя много нового. Ну а я и дальше продолжу делать редравы этой работы, помогая себе преодолевать и достигать. Пусть я не делаю все в совершенстве, но я становлюсь лучше всякий раз, когда беру в руки стилус, хотя бы немного, хотя бы на 1%. И я наслаждаюсь своим делом, и хочу пожелать вам всем в новом году достичь того же. Полюбите то, что делаете, и тогда и жить, и творить вам станет намного проще. С Новым годом вас, товарищи имперцы!